Я научился маджонгу. И это оказалось гораздо проще, чем я думал. Если вы такой же прожженный фанат Якузы, как и я, то вы прекрасно понимаете, какому огромному пласту людей этот ненавистный маджонг подпортил так желанную ими платину. Ведь стоит зайти в любой паблик по Якузе или в какую-нибудь тематическую ветку Reddit, и пролистав ленту какое-то время, вы увидите десятки, а то и сотни сообщений по типу «Я не могу пройти маджонг. Почему ачивка комплешионист требует прохождения маджонга? Я собрал выигрышную руку, но игра не засчитывает победу. Почему я испытываю влечение к маджиме?» И так далее. А в комментариях такие же понимающие люди обязательно скажут, что самая лучшая стратегия в маджонге – это не играть в маджонг. Но такой расклад меня абсолютно не устраивал. Поэтому я взял яйца в кулак, затем помыл руки с мылом и с головой окунулся в материал. И вы знаете, в итоге игра оказалась, на мое искреннее удивление, не такой уж и сложной. В отличие от того пути, по которому мне пришлось пройти, чтобы, собственно, к этому прийти. И в этом видео я поделюсь с вами своими новоприобретенными знаниями. Я могу с уверенностью заявить, что после просмотра этого видео вы научитесь играть в маджонг. Без никаких «но». Вы будете играть в маджонг, вы будете выигрывать, и вы закроете плашки в якузах на 100%. Я сказал. Я это Рида 911. Вы сейчас на моем канале. Подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк видосам от DeadP47. Ну и моему видео тоже можно. Спасибо. Если вы хотите сразу же перейти к обучению, то перемотайте, пожалуйста, вот на это время. Сейчас же я хочу рассказать вам историю того, как я, собственно, прошел путь от «что это за хрень» до первого места в ранговых матчах в Якуза Кивами. История, как по мне, дико уморительная, так что послушайте, пожалуйста. Плюс так вы сможете настроиться на нужный лад, и вы станете лучше понимать мой подход и принципы обучения. Спасибо. Идея этого видео зрела уже очень давно, и вот, наконец, у меня добрались до этого руки. К счастью, а на тот момент даже скорее к несчастью, я стал фанатом игр серии Якуза, которые ныне выпускаются под названием Like a Dragon. И так уж сложилось, что по совместительству я являюсь ачивка-дрочером. Если игра мне нравится, я непременно стану затирать ее до дыр, чтобы продлить время пребывания в ней как можно дольше. И Якуза, как вы уже поняли, исключением не стала. Мое знакомство с этой поистине великолепной и великой серией началось случайно. В 2018 году ее бесплатно раздавали по PS Plus на Соньке. Я, как фанат японских игр, да и в целом всего японского, с недоумением заметил, что по факту вообще ничего не знаю про эту игру. Единственное, что я знал, так это то, что игра является чем-то похожим на Shenmue, которую я залипал какое-то время на Dreamcast, но так и не прошел. Но, к слову, обязательно пройду. Вроде бы даже на форуме, на котором я об этом узнал, писали что-то вроде «Якуза в разы лучше Шенму». Увидев все ее утверждения, я лишь посмеялся и покрутил у виска пальцем, так как в те годы я еще не был одарен критическим мышлением и наивно полагал, что Шенму – уникальная игра в своем жанре, что сделать лучше геймплейно и сюжетно тупо невозможно. Но так как подгон был бесплатный, не считая стоимости подписки, конечно, я таки решил попробовать эту дивную и неизвестную мне якудзу. Я отчетливо помню, как я скачал тогда игру, заварил себе чаек, запустил ее, ну а дальше... Дальше все как в тумане. После этой игры моя жизнь поделилась на до и после. Интересный сюжет, мордобой на японских улицах, угарные мини-истории с сопутствующим японским колоритом, походы в хостес-клубы, ворох самых разных мини-игр от западного покера и блэкджека до совсем уж нишевых японских игр типа Кой-Кой и Ойчокабу. А еще этот одноглазый дядька по имени Гора Маджима, к слову, один из самых запоминающихся персонажей этой серии. Ох... Он ныкался по всей карте и мог напасть на главного героя буквально откуда угодно. И в бою трахал он так, что хотелось еще. Пройдя сюжет, я остался в диком восторге и внезапно понял, что мне нужна еще одна доза. И что теперь у меня на полном серьезе после построить дом, посадить дерево и родить сына, 4-м пунктом идет пройти абсолютно все игры серии Якуза. Зайдя на Википедию и увидев этот довольно-таки внушительный списочек, я вовсе не ужаснулся, как могли бы ужаснуться те, которые впервые сели смотреть One Piece и узнали, что смотреть им до ангоинга еще всего лишь какую-то 1000 плюс серий. Нет, вовсе нет. Я был рад. Рад, что впереди меня ожидает столько годноты.
Потерев свои потные ручки, дождавшись скидки, следующей игрой я купил приквел к первой части под названием Yakuza Zero. И вот на ней я уже натурально упал в оргазмовую кому. Я абсолютно не ожидал, что игра будет настолько выдающейся и шедевральной. По ощущениям, это было что-то вроде того, как найти алмаз в стоге сена, как получить то, что ты действительно хотел на свой день рождения, как наконец-то найти тот самый хентай на вечер. Настолько эта игра стала для меня открытием. Сюжет этой игры был одним из немногих, который заставил меня плакать. Нет, даже не так. Рыдать суровыми мужскими слезами. Причем изо всех отверстий, одновременно. С возрастом произведения, которые способны выжимать из тебя такие искренние эмоции, ценятся особенно сильно. Я действительно не понимал и до сих пор не понимаю, как Yakuza Zero не получила тогда игру года. Ведьмак 3, Зельда... Хотя нет, Геральту претензий нет, зря быканул. Именно после прохождения сюжета Yakuza Zero мне вообще не хотелось уходить из игры. Поэтому я принялся проходить мини-истории и побочные бизнесы. Закончив и с ними, я взялся за мини-игры, благо большая часть из них были понятными и знакомыми. А те игры, которые понятны не были, типа Койко или Сёги, худо-бедно, но можно было пройти на дурку. Тупо затыкать, так сказать. Но была одна игра, затыкать которую не получалось ну вообще никак. Я, конечно же, говорю о маджонге, а точнее о его японской разновидности – риичи маджонге. Это, день сжирала абсолютно все мои нервы. Куча каких-то непонятных, разноцветных, разукрашенных костяшек с какими-то кружочками, с какими-то зелеными кустами, японскими символами. Тут вообще буквы М какие-то, а здесь вообще какой-то петух. А, простите, у меня просто экран погас. И вот как в этом разбираться, вообще фиг его знает. Я пробовал пользоваться внутриигровыми гайдами, но все становилось как будто только непонятнее и запутаннее. Когда игра предлагала мне выбрать какие-то чи или пон, я без зазрения совести выбирал их, но это не давало абсолютно ничего. Я сливал раунд за раундом и в какой-то момент просто перегорел. Снес игру и слегка подвыбешенный отправился покорять ремейк второй части под названием Yakuza Kiwami 2. Эта игра тоже отлично держала планку, заданную ее предшественниками. Сюжет, персонажи, побочности – все было на высшем уровне. Я старался игнорировать мини-игры, так как еще не отошел от мини-игр в нулевке, и поэтому спокойно себе проходил сюжет и мини-истории, пока не наткнулся на одну мини-историю, в которой нужно было играть в маджонг. Ой, ебать. Вот тут я уже на тяге моего пукана улетел в стратосферу. Как можно было зашить это в основную часть игры? Я абсолютно уверен, что даже не все японцы умеют играть в эту хрень, не говоря уже об остальной планете. А без этого маджонга еще и плашку не получить. Ну что за подставы? Все было очень печально. Мне действительно хотелось полюбить каждую частичку, посмаковать каждый кусочек этих великолепных игр. И я был готов отдать этому всего себя, но маджонг вставил мне палку в жопу. На какое-то время я забросил Якузу, но ручки чесались и так и норовились вновь взяться за геймпад. Несколько дней я ходил поникшим, расстроенным. Я вообще не представлял, что делать дальше. Бросать Якузу или же полностью забить на эту ее составляющую и сосредоточиться только лишь на сюжете. Но я прекрасно знал себя и понимал, что забить на прохождение мини-игр я так просто не смогу, как бы я к ним ни относился. Немного покопавшись в своей памяти, я вспомнил, что в детстве на Денди мне периодически попадались разные многоигровки, в которых порой присутствовали различные азиатские непонятные игры, типа японского Го или китайского Сянцы, которые были даже без английского перевода, полностью состояли из всяких иероглифов, но которые я все-таки сумел разгадать без всяких гайдов. С трудом, превозмогая себя, но все же я их раскусил. А сейчас же на дворе эпоха интернета. Любую информацию можно найти за считанные секунды, буквально за один щелчок мышки. В общем, мной было принято волевое решение. Я научусь маджонгу, чего бы мне это ни стоило. Словно это какая-то домашка, я принялся шерстить интернет в поисках гайдов. К моему счастью, наткнулся на гайды даже на русском языке, и в целом их было очень даже полно. Был даже сайт, целиком и полностью посвященный японскому маджонгу. Он, кстати, существует до сих пор, я вам попозже его обязательно посоветую. В общем, я приступил к разборке тонн текста с целью наконец-то нагибать маджонги. Но поначалу все давалось с трудом. Куча каких-то непонятных терминов, какие-то темпаи, ричаны, манганы, яку и прочая лабуда. Все это очень било по мозгам, но деваться уже было некуда. Я даже установил себе на смартфон игру Mahjong Soul, чтобы практиковаться вообще в любую свободную минуту. Mahjong Soul — это такая гача с разными вайфу и маджонгом.
И вот как-то на следующий день после начала обучения, уже будучи на работе, на обеденном перерыве, я сел страдать Mahjong Soul. И ко мне подсел мой товарищ по работе, который тоже не понаслышке был знаком с японской культурой. Он заинтересовался увиденным, и мы вместе принялись постигать азы этой странной игры. Разбираться вдвоем оказалось в разы веселее, и обучение поперло. Уже в первый же день мы научились зреть в самый корень игры. Чакры и сфинктер раскрылись, игра внезапно стала осмысленной. На второй день, опять же после продуктивного обеда на работе, ко мне пришло осознание того, что я научился играть в маджонг. Прибежав с работы, я сразу же окунулся в якузу, начал играть в тамошний маджонг, чтобы убедиться, что мне это все не снится, и с радостью понял, что я наконец-то начал побеждать. Моей радости не было предела, теперь-то я наконец-то смогу закрыть все якузы на 100%. Затем, немного подостыв и подытожив всю полученную информацию и вспоминая все те гайды, что я прошерстил за эти пару дней, в голове у меня висел только лишь один единственный вопрос. А нормальным, языком нельзя было все это объяснить? Нет, я серьезно. Все те гайды, которые я изучал, были слишком уж заумными. В них было полным-полно японских терминов, которые на старте обучения знать вообще не нужно. А еще некоторые гайды были рассчитаны на обучение маджонгу в реале. То есть там была инфа, как садиться за стол, как тасовать костяшки, как делать поклон, с какой стороны будет правильно нагибать мам своих соперников и всякое такое, что простому фанату якузы знать вообще не нужно. Но это все было в гайдах и оттого перегружало и без того перегруженную информацию. В общем, простите за такую долгую подводку, я действительно слегка подзатянулся вступлением. Теперь же позвольте мне объяснить вам, как действительно нужно играть в маджонг и как в нем выигрывать. Я хочу, чтобы вы сами убедились, что маджонг не настолько уж страшен, и что при толковом сенсее учиться будет не только просто, но и увлекательно. В гайде не будет никакой воды, только самая нужная инфа и самым понятным языком. Отмечу, кстати, то, что впоследствии для меня маджонг оказался дико увлекательной, и хоть и по факту и азартной, но по-настоящему тактически гибкой игрой, в которой при должной сноровке можно перевернуть ход игры с ног на голову. В покере такой гибкости нет и в помине, поверьте мне. Ну что ж, давайте приступим уже наконец. Присаживайтесь на любой из двух, то есть на любой из 4 стульев, но пик на них нет, все с хуйни. Маджонг, хоть и играется костяшками, или как их принято называть тайлами, все равно отдает вайбам карточной игры. На всяких озонах или вайлдберрисах можно найти даже карточные наборы маджонга, но я все же не рекомендую брать такие, так как уж слишком много карт придется брать в руку. Экспириенс будет так себе. Лучше возьмите базовый обычный набор маджонга, самое true. Когда будете играть в маджонг в якузе, то обязательно, прям обязательно убедитесь, что настройки перед игрой у вас стоят именно так. Это очень важно. Это половина вашего успеха. Сделайте себе даже скрин настроек, чтобы не потерять. Я не буду объяснять вообще все, а разберу только те моменты, без которых комфортно играть не получится. Нюансов в этой игре много, но большую часть из них знать вовсе не обязательно. Итак. В маджонге всего 3 основных масти – точки, бамбуки и символы. В каждой масти тайлы идут от 1 до 9. Визуально с точками проблем быть не должно, там все понятно. С бамбуками уже есть нюансы. Вот эти вот буквы М – это 8 бамбуков. Просто типа палочки так сложены на тайле, что получаются буквы М. А единица бамбуков представлена вообще в виде курицы. С символами уже посложнее, тут придется учить и запоминать. К счастью, в большинстве новых частей якузы на тайлах с символами есть подсказки в углу с цифрами, что очень помогает. Поэтому практиковаться маджонгу лучше в тех частях якузы, в которых эти подсказки есть. Впоследствии, когда наиграетесь, то все эти тайлы отпечатаются в голове, и никакие подсказки уже будут не нужны. Кроме мастей в игре еще есть тайлы 4 ветров и тайлы 3 драконов. С ними мы разберемся чуть позже. Очень важный момент. Каждого тайла в игре всего по 4 штуки. То есть представьте, как если бы вы играли в карты сразу 4 колодами. У вас было бы 4 бубновых валета, 4 пиковых туза, и так далее. То есть, к примеру, 7 бамбуков в стене, или в колоде, чтобы было понятнее, 4 штуки. 3 символов в 4 экземплярах, единица точек в 4 экземплярах, и так далее. Каждого тайла в игре присутствует по 4 штуки. Далее. В маджонге побеждает тот, кто первый соберет выигрышную руку. Теперь внимание, следите за руками. За рукой. Ваша рука должна состоять из 4 сетов и 1 пары.
Видите? Как фаланг на вашей руке. 4 сета плюс пара – это победа. С парой все понятно, это 2 любых одинаковых тайла. А вот сеты бывают двух видов. 3 тайла одной и той же масти по порядку – это сет Чи. 3 одинаковых тайла – это сет Пон. Из ветров и драконов можно собрать только сеты Пон. По порядку они не собираются. Сеты Чи собираются в формате 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Но тут, думаю, понятно. 1 и 9 – это предельные тайлы, тупиковые. Их называют также терминалами. То есть сета Чи в формате, допустим, 9, 1, 2 не бывает. Кстати, нужный тайл в Чи можно взять только у игрока слева. Тайл в Пон можно взять у кого угодно. Начинаем играть. Выигрывать в маджонге можно как играя в открытую, так и в закрытую. Сперва мы разберем, как играть в закрытую. Игра в закрытую. Игра в закрытую подразумевает то, что вы не будете брать тайлы ни у кого из соперников и будете брать тайлы только из стены /колоды. Так что если вдруг игра щедро предлагает вам объявить Чи или Пон, то смело это игнорируем. Ведь если вы возьмете хотя бы один тайл у кого-то из соперников, то вся ваша рука автоматически становится открытой, а выигрыш с открытой рукой достигается уже немного другим путем, но об этом позже. Как только вам до полной руки останется собрать всего один тайл, то для вас не лишним будет объявить Риичи. Это критически важно для вашей победы. Как это сделать? А ведь и вправду, как? Как объявить Риичи? Я неспроста заакцентировал на этом внимание. Тут у нас внезапно сюжетный поворот. Твист, блять. Просто представьте. Вообразите. О таком критически важном для вашей победы моменте не написано в игре нигде. Я серьезно, про Ричи не написано ни в одном внутриигровом гайде. Мягко говоря, ебнуться, не правда ли? На данный момент я прошел уже практически все якузы, и ни в одной игре про объявление Ричи не написано ни слова. Но такая опция в игре есть. Если вы играете на Соньке, как я, то когда вам остается один тайл до победы, то вам нужно всего лишь нажать квадрат, и опция произнести Ричи появится. Позвольте я заакцентирую этот момент. Во внутриигровых гайдах Якузы нигде не написано про то, как объявлять Ричи и вообще что такое это ваше Ричи. Но, к примеру, нулевая часть или первая Кивами для прохождения на 100% требуют от вас сделать один из подвидов Риичи – Риичи и Пацу. Вот и прикиньте, как игроки должны понять самостоятельно, что это Риичи можно объявить, зажимаем пальцы, только в закрытой руке, только когда вам остается один тайл до победы и только с помощью нажатия на квадрат. Мы, блядь, играем в этот маджонг только крестиком и кружочком. Они даже на рисунке с геймпадом на кнопке квадрат про это не написали. Как предложить Чи или Пон, так игра вам предлагает такие опции автоматически. А как объявить Ричи, так это, пожалуйста, додумайте сами. Еще и на неиспользуемую кнопку это запрятали. Просто троллинг высшего уровня. Sega сделала все, чтобы вы не получили платину. Не, это не спонсор. Я просто хуя. Но пиво хорошее. В общем, объявление Ричи работает только на руках, собранных в закрытую. Это важно помнить. Нажав Ричи, нам надо будет выбрать один ненужный тайл. Затем вы видите анимацию. 13 готовых тайлов отложатся в сторону, и игра начнет автоматически скидывать приходящие вам тайлы до тех пор, пока вам не упадет нужный для победы тайл. И вот тут еще один момент. Если победный тайл приходит со стены колоды, это называется цумо. Если же победный тайл вам приходит от кого-то из игроков, то это называется рон. При цумо все скидываются очками поровну, а при рон тот, кто скинул победный тайл, платит победителю всю сумму. Еще один момент. В Якузе Zero и Якузе Кивами есть задание на Риичи и Пацу. Что это такое? Риичи и Пацу – это ситуация, когда вы объявляете Ричи, и выигрышный тайл к вам приходит уже на первом же круге сбросов. Очень рандомное задание. Саму руку собрать до Ричи порой непросто, так еще должно нехило так повести, чтобы финальный тайл упал на первом же круге. Самое ненавистное для меня задание в маджонге, так как уж слишком много рандома.
Но если часто играть, то рано или поздно это случится. Не сдавайтесь. Ну что ж, поздравляю. Теперь вы умеете играть в маджонг в закрытую. Далее игра в открытую. Если вы возьмете хотя бы один тайл у другого игрока, то есть по сути объявите чи или пон хотя бы раз, то вы засветите этот сет перед всеми игроками, и вся ваша рука автоматически станет открытой. Вот здесь уже придется рассказать вам некоторые нюансы, о которых я умолчал ранее. А именно, что делает нашу руку выигрышной. В общем, чтобы объявить руку выигрышной, нужно, чтобы цена этой руки в своей базе была минимум 1 хан. В ханах измеряется стоимость вашей руки. Чем больше ханов, тем больше очков вы поимеете со своих соперников. То есть по факту, внимание, просто 4 сетов и пары в открытой руке недостаточно. Это все еще необходимо, но этого недостаточно. Нужно, чтобы в основе вашей руки была база стоимостью хотя бы 1 хан. Объявление Ричи в закрытой руке как раз и приносило этот заветный 1 хан, поэтому наполнение вашей руки было абсолютно неважно. То есть вы в любом случае получаете 1 хан через объявление Ричи. Но в открытой руке Ричи объявить нельзя, поэтому придется полагаться на другое. Далее уже лично для меня веет вайбом покера, так как в открытых руках для победы нужно будет собирать базу, или по-научному яку. Ваша рука для победы, как и всегда, должна иметь 4 сета и пару, но если вы открываетесь, то ваша рука должна дополнительно иметь в основе какое-нибудь яку. Давайте рассмотрим основные яку, это несложно. Пон дракона. Самое простое яку, дающее вам 1 хан. С поном любого из драконов можно спокойно открывать руку, остальное наполнение руки неважно. Можно, кстати, даже авансом открываться, если у вас, к примеру, на руке пара драконов, просто главное в процессе выловить недостающий тайл дракона. Пон правильного ветра. Тут уже нюанс. Не каждый ветер подходит. Подходит только ветер раунда, он указан в центре стола. Почти всегда это ист, восток. И тот ветер, на котором вы сидите в этом раунде. У каждого игрока свой ветер, и каждый раунд он меняется. Все простые. Это значит, что во всей вашей руке должны быть только тайлы от 2 до 8. То есть никаких единиц, девяток, ветров и драконов. Вот эти 3 яку, пон дракона, пон правильного ветра и все простые, это самые простенькие яку, через которые вы можете открывать руку. Собирать их действительно очень просто. Настоятельно рекомендую попрактиковаться игре в маджонг именно через эти яку. Вам понравится. Идем далее. Теперь рассмотрим яку посложнее. В каждом сете и паре минимум 1 несредний тайл. С картинкой будет понятнее. В каждом сете и паре должны присутствовать единицы, девятки, ветра или драконы. Но лично я почти никогда такое не собираю. В каждом сете и паре минимум 1 терминал. Напоминаю, терминалами называют единицы и девятки. Сборка похожа на предыдущую, но на сей раз мне никаких ветров и драконов. В каждом сете и паре должна присутствовать минимум 1 единица или девятка. Ну тоже фигня, имхо. Full Stride. 3 последовательных сета в руке одной масти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В Якуза 0 и Якуза Кивами присутствует задание на эту базу. Очень часто натыкался на вопросы касательно этой базы, поэтому подчеркиваю. Главное собрать 3 нужных сета одной масти. 4-й сет и пара могут быть любыми. 3 идентичных чи каждой масти. К примеру, 2, 3, 4 символов, 2, 3, 4 бамбуков и 2, 3, 4 точек. Рука из одной масти плюс ветра драконы. Рука, в которой могут присутствовать ветра и драконы, но все другие тайлы могут быть только тайлами одной масти. Все поны. Просто собираем 4 пона и пару. На самом деле собрать такое далеко не всегда так легко, как звучит. 7 пар. Никаких сетов, просто 7 пар в руке. Обычно собирается случайно, да и поскольку такая сборка возможна только в закрытой руке, то с объявлением Ричи получается уже аж 3 хана. Ну и самое главное яку имба. Все тайлы одной масти. Собираем 4 сета и пару, и все это должно быть одной масти. Это очень непросто, но дико красиво. Вот, собственно, все самые основные базы для открытия рук, ну, кроме 7 пар. Закрепим это одним единственным скрином, чтобы вы не потеряли. Важный момент. Некоторые базы можно комбинировать. К примеру, собираете вы все поны, а потом под конец увидели, что среди всех ваших понов только тайлы от 2 до 8, а это ведь все простые.
Получается 2 хана за все поны и 1 хан за все простые. 3 хана. Поздравляю! Вот, собственно, теперь вы умеете побеждать в маджонге и в закрытую, и в открытую. Но еще обязательно нужно обсудить кое-какие моменты, без знания которых, к сожалению, не обойтись. Но вы можете оставить данный сегмент, к примеру, на следующий день обучения. Лучше все-таки переварить полученную инфу, ну и немножечко попрактиковаться. Лады? Если же вы готовы впитывать инфу дальше, то продолжим еще чуть-чуть. Я порекомендовал бы перед первым сбросом в каждом раунде уже примерно знать, какие сеты вы будете собирать, так как если вдруг по мере раунда вы начнете переобуваться, то есть типа сначала собираете одно, потом в процессе передумали, уже собираете другое, то вы рискуете попасть в ситуацию, когда ваш финальный победный тайл уже находится в вашем же сбросе, а это уже Fury 10, то есть победить с такой рукой вы уже не можете. Таковы дела. Разберем ситуацию. Если, к примеру, у вас на руках есть тайлы 2, 3, то для победы вам получается нужно добыть либо 1, либо 4, чтобы собрать чи 1, 2, 3 или 2, 3, 4. И если в вашем сбросе уже присутствует нужное вам 1 или 4, то даже если соперник сбросит такие же 1 или 4, то вы не сможете объявить победу, так как вы находитесь в фуритене. Все. Эти тайлы 2-3, грубо говоря, залочены, и придется собирать что-то другое. А это очень непросто. Кстати, нахождение в фуритене блочит именно победу через рон. На Цумо это не распространяется. Теперь поговорим про доры. Это, так сказать, тайлы-бафы, которые помогут разогнать цену вашей руки. За каждую дору в вашей руке вы получаете по одному хану. Чем больше дор по итогу будет в вашей руке, тем дороже будет ваша рука, и тем больше вы получите очков. Существует 3 типа дор. Начнем по порядку. Обычные доры. В каждом раунде в центре стола в играх Якуза вы можете увидеть один открытый тайл-указатель, который указывает на дору. Дорой будет считаться следующий после указателя тайл. То есть, если указатель, к примеру, у нас 7 точек, то дорой будет считаться тайлы 8 точек. Если указатель 1 символов, то дорой будет 2 символов. Тут же отмечу, что если указатель, допустим, 9 бамбуков, то дорами будут 1 бамбуков. Если указателем выступает ветер или дракон, то там очередность такая: North, East, South, West. Север, восток, юг, запад. А у драконов красный, белый, зеленый, как светофор. Красные доры. Это особенные ярко-красные пятерки мастей. Они появляются только если включить настройку Red Dora перед игрой. По одной из 4 пятерок каждой масти становятся красными. Это чисто фишка японского маджонга, в китайском такой роскоши нет. За каждую красную дору дается 1 хан, как и в случае с обычной дорой. То есть по функционалу это все те же обычные пятерки, но за каждую такую красную пятерку вы получите дополнительный 1 хан. Ура-доры. Привилегия тех, кто произнес ричи и победил. Принцип такой же, как и с обычной дорой, за тем лишь исключением, что указатель на ура-дору откроется только лишь после вашей победы через ричи. Это всегда рандом, но очень приятно, если вдруг нужные тайлы оказались у вас в руке. За каждую урадору дается 1 хан. Кстати, если, к примеру, за раунд было открыто 2 или более указателей на обычные доры, то в конце раунда столько же указателей будет и на урадоры. Важное напоминание. Ваша рука обязательно должна иметь базу или хотя бы ричи. Даже если вся ваша рука состоит из одних лишь дор, если в самой основе руки нет никакого яку или ричи, то объявить такую руку выигрышной вы не сможете. Доры делают вашу руку гораздо дороже, да, но доры лишь баф, не основа. Далее. Есть еще один вид сета, который называется кан. Кан – это по сути тот же самый пон, но состоящий не из 3 одинаковых тайлов, а из 4. И воспринимать каны нужно как те же самые поны. Но их главная суть в другом. Когда вы объявляете кан, то на столе открывается еще один указатель на дору. То есть объявление канов нужно, чтобы настакивать доры. За один раунд с помощью канов можно открыть аж 4 указателя, тем самым настакав огромное количество дор. И по итогу цена руки возрастет до небес. Но только если эти доры будут у вас в руке. Объявление канов – дело рискованное,
Ведь никогда не знаешь, какие откроются доры. Можно прокачать в итоге как свою руку, так и руки соперников. Два важных нюанса. Каны никак не повлияют на другие ваши сеты. Обычно в руке 14 тайлов. Если, допустим, вы за раунд объявили 3 кана, а в кане 4 тайла, то по итогу у вас в руке будет уже 17 тайлов. Короче, ваша рука просто станет шире, поэтому за свои другие сеты и пару можете не переживать. Забавный нюанс. Если вы собираете руку в закрытую, и вам именно со стены колоды приходит 4-й одинаковый тайл, то даже если вы объявите кан и тем самым засветите этих 4 тайла перед другими игроками, ваша рука все равно будет считаться закрытой, так как вы же не брали этот тайл у кого-то из соперников. И поэтому перед последним победным тайлом вы по-прежнему можете объявить ричи. Забавно, но так и есть. Далее. Когда вам остается один тайл до победы, то эта ситуация называется темпай. Так вот, если в конце раунда никто не смог собрать руку, то есть по факту ничья, то те, кто находятся в темпае, получают поровну 3000 очков от тех, кто в темпай залезть к концу раунда не сумел. Темпай — это по сути такой последний вагон, который нужно успеть запрыгнуть в конце раунда, чтобы получить хоть немножечко очков в плюс. Теперь еще немного коснемся стоимости рук, а точнее коснемся названий для этих рук. А то в первых якудзах в заданиях по маджонгу есть всякие манганы и ханиманы. Ну так вот, в зависимости от итоговой стоимости ваша рука. 5 хан – манган, 6-7 хан – ханиман, 8, 9 или 10 хан – байман, 11-12 хан – санбайман, 13 хан и более – якуман. То есть стоимость вашей руки составляет цена за базу, ну или ричи, плюс доры. Ну и под конец давайте разберем настройки маджонга в якузах. И поймем, почему я просил вас ставить настройки именно так, а не иначе. Game Length. Настройка длительности партии. Если выбрать Half, то партия получается значительно короче, и почти в 100% случаев в центре стола будет ветер East. То есть практически всегда вы можете открываться через спон ветра East. Если поставить в настройках Full, то после East раундов начнутся раунды South, и открываться в таких раундах можно будет уже через спон южного ветра. Куитан. Если выключить данную настройку, то база «Все простые» перестанет работать. Так никуда не годится, поэтому ставим On. Two Han Minimum. Если включить эту опцию, то все базы стоимостью в 1 хан окажутся нерабочими. Даже если у вас база на 1 хан, но в ней несколько дор, то это все равно не будет победной рукой, так как это правило подразумевает стоимость именно баз. Выключайте эту опцию и никогда не включайте. Red Dora. При включении этой опции по одной пятерке каждой из мастей будут красного цвета и принесут вам один дополнительный хан к стоимости вашей руки. Отлично же! Все, теперь действительно все. И чтобы как-то подытожить полученное знание, давайте разберем некоторые скрины с просторов интернета и увидим, какие ошибки обычно совершают игроки. На самом деле в 95% постов с вопросами «почему я не могу победить с этой рукой?» чувак обычно открыл свою руку и в итоге не подогнал ее под какую-нибудь базу, яку. Будьте внимательны, когда собираетесь брать тайлы у других игроков. Убедитесь сами, рука открыта, но ни один сет и пара не подходят под какую-либо базу. Если разобрать чи 7, 8, 9 бамбуков и собрать какой-нибудь пон, то можно будет победить через все поны. 2 хана. А вот вам пример комбинированности сборок. Тут вам и ричи, и все простые, и одна красная дора, 5 точек, и другие. Итого аж 6 ханов. Ханиман, ёптить. Или вот еще. Указатель доры тут 1 символов, а значит 2 символов будут являться дорами. И у меня как раз их 2 штуки в руке. А может быть даже и так. И даже больше. Здесь очень повезло с урадорами. Послесловие. Настоятельно рекомендую начать пробовать открываться через пон дракона, пон правильного ветра, все простые или все поны. Даже лучше попробовать поначалу открываться через них намеренно. Не забывайте про правило фуритен. Это когда выигрышный тайл находится в вашем же сбросе, тогда вы не сможете объявить руку выигрышной. Поэтому с самого начала раунда вы уже должны примерно знать, что вы будете собирать. Тогда и шансов угодить в тупик в виде фуритена будет гораздо меньше. В принципе,
Это все, что нужно знать для успешной игры. В Маджонге есть еще очень много всяких нюансов, поэтому если у вас будет желание, вы всегда можете углубиться в это самостоятельно. Видео получилось дико длинным, не думал, что так подзатяну, но очень хотелось познакомить вас всех с этой уникальной и интересной игрой, в которую я и сам люблю позалипать в свободное время. Это я про Якузу. Маджонг-то, конечно, то еще говно. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, уж теперь-то ты, мой дорогой зритель, сможешь пройти любую из якуз на 100%. В ближайшее время я планирую провести несколько стримов на Твиче, на которых я буду играть в маджонг в какой-нибудь из якуз и буду на личном примере показывать, насколько маджонг может быть многогранен и интересен. А этот канал я продолжу развивать, у меня в планах еще несколько крайне интересных видео по якузе, поэтому будет не лишним, если вы подпишетесь на этот канал и поставите лайк этому видео. Также, если мой гайд вам помог, то делитесь, пожалуйста, своими успехами и прогрессом в комментариях к этому видео. Всем спасибо за просмотр и оставайтесь на связи, нам еще есть что обсудить. Вы еще здесь? Вам было мало всей той инфы? Хорошо, похвально. Тогда давайте я напоследок поведаю вам о темной стороне маджонга. Темной для большинства игроков, так как мало кто вживую видел эти сборки. Легендарные, практически мифические якуманы. Якуманы — это самые имбовые руки. Фаталити из мира маджонга. Обычно, если кто-то каким-то невообразимым образом умудряется собрать якуман, то игра на этом и заканчивается. И неважно, какой по счету раунд идет. Собравший якуман объявляет победу, вскакивает из-за стола, дает леща каждому из соперников, забирает их девушек или жен к себе в гарем и уходит в закат покупать лотерейные билеты. Но даже не пытайтесь собирать якуманы намеренно. Шанс такой сборки чудовищно низок. Даже когда вам кажется, что ваша рука подходит для собирания какого-нибудь якумана, нет, не подходит. Шанс все еще очень низок. Если вы играете в маджонг в реале и видите, что у соперника трясутся руки, немеет лицо и идет пена изо рта, то очень вероятно, скорее всего, ему остался один тайл до сбора якумана. Есть много разных якуманов, а некоторые еще и даже комбинируются между собой. Я покажу вам самые основные якуманы. Но знайте, что я играю в маджонг уже несколько лет, но я так до сих пор и не собрал еще ни одного якумана. Тем не менее, давайте будем жить мечтой. Возможно, именно вам удастся собрать что-нибудь из этого списка. Мне на зависть. Дайсанген. 3 пона или кана драконов. Полный набор драконов в одной руке. Шосуши. 3 пона или кана ветров плюс пара ветров. Четвертый сет может быть любым. Дайсуши. 4 пона или кана ветров. Пара может быть любой. Цуисо. В руке только ветра и драконы. Суанко. 4 закрытых пона. Внимание! Именно закрытых пона. Данный якуман может быть засчитан только по цумо, то есть закрытой руке. Кокуши Мусо, или как его еще называют, 13 сирот. Пример 13 сирот на экране. 1-9 каждой масти и по одному из каждого ветра и каждого из драконов. 14-м тайлом идет парный тайл к любому из этих 13. Если вы когда-нибудь использовали Lucky Tile в Якузе, то знайте, что вам выпадал именно этот якуман. 13 сирот. Рюи Соу. Все зеленые. Чисто визуальная услада для глаз. Собирается из бамбуков и зеленого дракона. Но. Нужно использовать только на 100% зеленые тайлы. То есть для данного якумана подходят только тайлы 2, 3, 4, 6, 8 бамбуков и тайлы зеленого дракона. Сукансу. 4 кана в одной руке. Если нацелитесь на этот якуман, то помните, что объявляя каны, вы открываете дополнительные доры, и вы рискуете набафать руки не только себе, но и соперникам. Поэтому если вы в итоге не соберете этот якуман, то проигрыш будет очень болезненным. Чинрото. Рука только из единиц и девяток. Казоэ якуман. Якуман, который и не якуман по сути вовсе. Просто рука в 13 и более ханов. Наскребли по сусекам всяких разных дор и наскребли в итоге 13 и более ханов. Получился Казоэ якуман. Теперь действительно все.
Еще раз напоминаю, что жду всех на моем Twitch-канале. Будем вместе разбираться в японском маджонге, будем играть в Якузу, а может даже еще во что-нибудь поиграем. Я и Соулсы люблю, и Шинму пройти хочу. И вообще RDR 2 до сих пор даже не играл, за что мне очень стыдно. Если хотите углубиться в маджонг уже сейчас, то обязательно посетите сайт маджонг-клуба Тесуди. Я оставлю ссылку в описании, там вы найдете очень много инфы по Ричи маджонгу. Также залетайте в игру Mahjong Soul, это самая популярная на данный момент онлайн-площадка для игры в маджонг, да еще и с вайфу, да еще и с какими вайфу. Доступна игра в Стиме и на андроиде. Ну и если хотите посмотреть какое-нибудь аниме про маджонг, то можете, к примеру, посмотреть на досуге Акаги, легендарного игрока Тецуя, Ледяные кости, Путь Пона или